Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хё, и сегодня мы будем делать плетеную обувь для кукол. Начнем с создания стельки. Можно просто поставить кукольную ножку на листок бумаги. И перекатывая, обрисовать подошву. А можно наклеить кусочек скотча, у меня это малярный, на подошву и обрисовать ее прямо по контуру. Выбирайте тот способ, который удобен вам. Теперь берем картон или плотную бумагу. У меня вот такой тонкий крафт-картон для эскизов. На одну ножку я вырежу из него две детальки. Я возьму свой любимый полимерный клей, но выберите тот, который есть у вас. И склеиваю детальки между собой. И пока клей еще не схватился, прикладываю стельку к кукольной ножке, придавая ей нужную форму. Защищаем ножку пищевой пленкой или целлофановым пакетом. И для удобства я зафиксирую стельку 3 каплями клея. Теперь будем создавать сами сандалии. Для моделирования отлично подойдет тот же скотч. Наклеиваем его сверху и рисуем, например, широкую полоску. Снимаем и вырезаем. Далее я возьму вот такую мебельную ткань с ярко выраженным переплетением. Выкраиваем из ткани наш произвольный бантик. Срезаем уголки, чтобы не создавать толщины. И подклеиваем или подшиваем припуски по длине. Размещаем ткань в нужном положении. И загнув концы к нижней стороне стельки, подклеиваем их. Просто так оставлять, на мой взгляд, было как-то скучно. Поэтому я решила добавить несколько плетеных элементов. Для этого взяла вот такую тонкую хлопковую пряжу, кружевница. Отрезала 3 нити и связала их сверху. Для удобства иголкой можно закрепить узел на чем-нибудь устойчивом. У меня это вот такая подушечка на клейком основании. И теперь просто заплетаю обычную трехпрядную косичку.
Ну а если нет пряжи, можно взять и нитки, собрав примерно по 4 в каждой пряди. Хорошенько промазываем хвостик косы клеем, чтобы не распускался. И обрезаем узел. Приклеиваем косичку вплотную к тканевой полоске. Аккуратно расправляем ниточки, хорошенько пропитывая их клеем. Можно также немного промазать клеем и торец полоски. Протягиваем косичку. И закрепляем с другой стороны. То же самое делаем и с другого края полоски. Также можно сделать лямку и на пяточку. Для нее я сплела косичку потолще, уже из 9 нитей такой же пряжи. Эту косичку можно промазать клеем по всей длине, чтобы она ложилась точно по ноге и держала форму. Обрезаем лишнее и разравниваем ниточки. И теперь на стельке получились небольшие, но все же перепады высоты. И чтобы подошва приклеилась без пустот, можно сравнять высоту, наклеив на пустые участки, например, кусочки той же ткани. Оставляем все это до полного высыхания. Теперь займемся подошвой. Я буду делать эти сандалии на платформе. Беру пищевую пленку и оборачиваю в несколько слоев всю эту конструкцию. Теперь беру скотч и, отступив от верха примерно 5 мм, оборачиваю им ножку. Далее буду заливать платформу горячим клеем. Подробнее эту технику я показываю в видео про джинсовые кеды. Но материал, из которого будет сделана подошва, совершенно не важен. Берите то, что есть у вас под рукой. Ну а я удаляю скотч застывшей платформы. И потихоньку снимаю ее с ноги. Очищаю и срезаю все неровности. Затем беру свой картон, ставлю на него платформу и обрисовываю. Подклеиваю вырезанную подошву. Это создаст эффект монолитности платформы. Теперь приклеиваю подошву к стельке. Плотно прижимая, жду полного высыхания.
Теперь займемся оплеткой. Кончик тонкой косички из пряжи наклеиваю под самой стелькой. И так небольшими шажками делаю ее обводку. Кончик обрезаю и подклеиваю стык в стык к началу. Затем также приклеиваю еще один ряд косички. Снизу я собираюсь сделать такие же два ряда, но второй подклею уже в самом конце, чтобы закрыть им огрехи узора. Вы можете придумать совершенно разные и уникальные узоры плетения и даже поэкспериментировать с цветами косичек. Я буду клеить косички постепенно сужающимися арочками, наподобие популярной в этом сезоне модели. Приклеиваю последнюю косичку. И готово. Дополнительно в задние лямки можно продеть нить или косичку, чтобы сделать тонкие и воздушные завязочки. Ну а для плоской подошвы я сделала стельку из 3 слоев картона. На этот раз попробую другую пряжу. Это микрофибра от Yarn Art. Так как это меланж, из нее получаются очень интересные косички. Я хочу сделать вот такую полосочку. Приклеиваю косички к стельке поочередно. Здесь я не буду склеивать их между собой. Конечно, можно добавить и пяточку, но я попробую сделать открытые сандалии. На переднюю часть добавлю 2 разные одинарные нити. Плотно обматываю их вокруг ножки крест-накрест и закрепляю в районе пяточки. Таким образом, даже несмотря на то, что пряжа довольно скользкая, сандалии будут крепко держаться на ноге. Сравниваем толщину и приклеиваем подошву. Можно оставить и так, но я хочу наклеить еще небольшой каблучок. Для этого вырезаю 5 деталей по форме задника и наклеиваю их поочередно друг на друга. После высыхания клея все неровности отлично отшлифовываются бафиком или пилочкой для ногтей.
И в заключении я выделю подошву, покрасив ее темно-коричневой акриловой краской. Удобнее сначала склеить подошву, покрасить ее и уж потом приклеивать к стельке. Но на момент съемки я еще не знала, что и как получится, и делала все экспромтом. И вот такие плетеные сандалии у меня получились. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HioDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!